Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же будет за вами охотиться? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И продолжаем знакомиться. Напишите в комментариях, какие женщины вам больше нравятся. Такие вот тихие, покладистые, домашние, либо же такие, которые активные. Такая женщина-огонь. Вот какой типаж вам нравится, напишите. Итак, смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Очень много любовных обид. Очень много. У вас есть обиды, претензии, связанные вот именно с чувствами, с эмоциями, да, это понятно, что это, скорее всего, связано с вашей прежней женщиной. Ну, либо же, если кто из вас сейчас живет в отношениях, то это могут быть какие-то конфликтные ситуации, либо же обиды на вашу теперешнюю партнершу. У всех будет это по-разному проигрываться. Хотя я вам скажу, что все-таки больше я склоняюсь это к бывшей даме, потому что состояние одиночества. Если кто из вас, вот кто меня смотрит, сейчас в отношениях, либо же семья еще есть, то это может еще проигрываться вот одиночество вдвоем. Довольно часто сейчас, к сожалению, семьи так живут, что вроде бы и есть семья, есть отношения, но ты себя чувствуешь одиноким рядом с этим партнером, абсолютно несчастлив. То есть вот состояние одиночества, независимо от того, есть у вас сейчас партнерша, нету, есть некая обозленность. Вот обозленность, хотя в то же время вот вы сейчас выдохнули, вот как будто выдохнули, да, именно после какого-то морального перенапряжения. Вот сейчас вам легче, понимаете, с одной стороны вам легче, что никто вам мозги не компенсирует. А с другой стороны, у вас нехватка любви и одиночества. То есть вот такая небольшая вот дилемма у вас. Так. Плюс еще, знаете, вот может проигрываться еще, что вот поскольку вот я сейчас у вас не вижу новой женщины рядом возле вас, вот вы как-то стали как будто легче относиться вот к жизни, вообще ко всему, знаете, вот как говорят, особо не заморачиваюсь. Побрился, не побрился, да, там что-то перекусил, да, не заморачивайтесь, что в холодильнике, что вообще есть, ну как-то вообще, ну так, с легкостью стали жить, никто вам мозги за это не выносит, да, ну как-то вот вы, знаете, как будто вообще кардинально поменяли отношение вообще к жизни, вот более легко начали реально относиться ко всему. Такая вот своего рода переоценка ценностей произошла. Так. Что же еще нам поведают Таро о вас? Вам, знаете, вот несмотря на то ваше состояние одиночества, вам так хочется любви. Вы настолько истосковались по любви. Вот я обычно вам вот в некоторых видео ставлю такой диагноз, да, острая нехватка любви. Так вот это про вас, это ваш диагноз. Вы себя, в принципе, чувствуете очень и очень одиноко. Может даже проигрываться у некоторых из вас вот какая-то вообще ненужность. Даже если есть дети, вы можете себя чувствовать не очень-то нужными даже детям. Может проигрываться, что даже вот если есть братья, сестры, тоже отношения могут не очень-то складываться. Ну, то есть такое состояние, вот иногда, знаете, вот может быть, что хандра накатит, и вы начинаете вот сами себя жалеть, переживать, да, вот чувствовать себя ненужным, одиноким. Вот реально вот нехватка любви у вас проигрывается. Хотя вы такой человек, вот вы настолько романтичный, вы настолько... Вот когда вы любите, вы просто летаете, вы порхаете. Вот напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вот когда вы влюбляетесь, это видят даже окружающие. Вот вы светитесь, глаза сияют, вы как будто полны энергии, вы готовы горы свернуть. Сейчас такого состояния, к сожалению, у вас
Нет. Но вы вообще по своей природе, вы живете чувствами и эмоциями. Вот вы делаете все, если что-то вообще делаете от души. Вот от души. Если другие люди, допустим, они бывают продуманные, там чисто логика, все взвешивает. Здесь вы можете даже импульсивно, какой-то вот порыв, да, порыв чувств. Да, вы можете потом и пожалеть, что-то, может быть, накосячили, но, по крайней мере, вы сделали это от души. Вот есть у вас такое. Так, далее смотрим. Какая же женщина пришла на расклад, да? А может быть, не женщина, может, это мужчина за вами охотится. Давайте посмотрим, что это за охотник или охотница. Так, кто же пришел на расклад? Нет, ну здесь любовная однозначно. Эта дама к нам пришла, пусть вас не пугает. Итак, смотрите. На расклад пришла женщина, очень любящая деньги, очень такая рассудительная, медлительная. Может проигрываться земного знака зодиака. Она, ну, помоложе вас. Она помоложе будет. Очень такая активная. Нет, она не активная. Она, как я уже сказала, да, она более рассудительная. Но вот у нее бывают какие-то порывы. Вот если она что-то задумала, она вот пойдет на пролом. Очень целеустремленный человек. Очень такая вот, ну, знаете, продуманная. Она очень продуманная. Я не говорю, что она плохая, но она четко, вот знаете, чуть ли не по плану действует в жизни всегда. Причем, смотрите, у нас выпало колесо фортуны. О чем это говорит, что человек в вашей жизни, ну, не просто так появится. Причем, вот смотрите, как-то вот из расклада в расклад вам попадаются женщины, вот реально такие вот уверенные, статусные, такие интересные, не какие-то серые мышки, замухрышки, а реально такие обеспеченные, ну, довольно неплохие варианты, как для мужчин. Обычно на серых мышек никто не посмотрит, да, но тем не менее все равно встречаем по одежке, хоть и говорят, что это не важно, но на самом деле внешность и одежка важна, да, вот, ну, поставь перед вами две женщины, одна будет в каком-то рваном халате стоять, да, а другая одетая красиво, ну, понятно, что вы в рваном халате не выберете, даже если она будет супер-пупер женщина с шикарным характером, да, все равно внешность важна и одежка важна. Итак, давайте-ка смотреть, как же эта женщина связана с вами, почему она будет за вами вообще охотиться, что это за охотница такая, в конце концов. Какой-то период, смотрите, вот я сейчас вас заинтригую, ребят, вот я люблю иногда интриговать вас. Немного драйва в вашу жизнь, адреналина добавлю. Смотрите, вы ее и знаете, и не знаете. То есть вы с ней и знакомы, и в то же время вы не очень с ней знакомы. Она где-то вот обитает возле вас. А это может быть какая-то вот, я не знаю, соседка там где-то рядом живет. Она может работать где-то рядом, да, вот все эти магазинчики, там парикмахерские и так далее. То есть вы и знаете, и не знаете, да, интрига, думаем, вспоминаем. Женщина эта, я вам скажу, что с этой женщиной еще какая-то ваша одна знакомая связана. Я поняла, где собака зарыта. Сейчас я еще уточню, правильно ли я думаю или нет. Так, правильно ли я думаю? Смотрите, у меня такое ощущение, что эта женщина, вот реально, она возле вас. Вот вы ее и знаете, и не знаете, да? Это может быть в лицо знаете просто, либо же так общались, так парой слов перекинулись когда-то. Я так подозреваю, что она знакома с вашей бывшей. Это может быть либо ее подруга, либо же какая-то вот, ну, ваша общая знакомая. Потому что они пересекаются, да, вот женщина, на которую вы злитесь, женщина, с которой у вас проблемы были,
Они пересекаются, да. Ну, дружба, не дружба, это уже вопрос 10. У всех может по-разному проигрываться. Но опять же, давайте-ка смотреть, а зачем она будет за вами охотиться, вот эта дама? Причем она выпала по судьбе. В чем дело? Так, смотрите, интересно. Бывшая через вот эту женщину, она как бы, ну, следит за вами. Но не то, чтобы там подослала, просто что вы с вот этой вот дамой, которую вы знаете и не знаете, вы с ней где-то рядом вот пересекаетесь. Еще раз говорю, она либо живет рядом, либо работает возле вас рядом, может быть, возле вашего дома. А может быть, даже с вами работает. Ну, то есть, думайте сами, решайте сами. У всех по-разному это будет. Но однозначно выход на вашу бывшую есть. Она за вами следит. Она за вами, ну, не то, что охотится, да, вот. Хотя сейчас к охоте мы подойдем поближе. Она следит, и она докладывает вашу жизнь вашей бывшей зазнобе. Как вы живете, когда, куда вы ходите, есть ли у вас другая женщина. Ну, понятно, что до мельчайших подробностей она не может все знать. Ну, то есть она знает о том, как вы живете. Далее, самая интересная вишенка на торте. Смотрите, вот эта дама, ну, как бы подруга, да, я утрирую. Так называемая подруга, которая за вами следит, либо же охотится, она сама на вас запала, что самое интересное. Вот она давно вам симпатизирует. Вот будучи еще в браке, там, либо же в отношениях, эта дама, ну, я имею в виду, когда вы были в браке, в отношениях, эта дама давно вами заинтересовалась, но она не решалась подойти, потому что, ну, как бы вы были заняты, да, тем более жену вашу она знала. А сейчас вот она своего рода такую решила как бы охоту от себя уже открыть, да, вот с одной стороны она вашей бывшей докладывает о вашей жизни, а с другой стороны вот она думает, как бы так все обставить, как бы провернуть, чтобы с вами зароманить. Вот она реально ломает голову, ей от этого не очень хорошо, не очень комфортно, да, она не знает, как это все обставить, потому что вы, в принципе, ее и знаете немножечко так слегонца. И она побаивается, что вы можете ее отшить, потому что это связано с вашей бывшей зазнобой. Вот у нее дилемма. Она, в принципе, смотрите, она вам выпала судьбоносной. Но она тоже довольно непростая. Она, как многие женщины, она относится к манипуляторшам. Поэтому смотрите, будьте внимательны. Она довольно интересная, да, она интересная, она целеустремленная. Еще раз говорю, может быть, вы по описанию узнаете ее. Такая дама, которая, ну, довольно большая сила воли у нее, такая со стержнем женщина, мужик в юбке. Она реально вот хочет охоту за вами открыть, просто чтобы просто сблизиться. Но она не знает, как сблизиться. Вот она будет стараться попадаться вам на глаза почаще. Она будет стараться как-то, ну я не знаю, там, может быть, первой заговорит. Может быть, допустим, если у нее есть, либо появится ваш телефон, она начнет как-то через соцсети, там, через мессенджеры как-то вам смайлики слать. Но она реально вышла на охоту, потому что она поняла, что у вас никого нет на данный момент, и ей никто и ничего не мешает, хотя она бывшую вашу побаивается, кстати. Вот они знакомы, она побаивается. Что же у вас будет или же нет? Да, она побаивается однозначно. У нее сейчас тупик. Она вот реально не знает, как с вами сблизиться, вот именно для романа. Она ломает голову. Так, что же будет? Вот я не вижу, вот пока вот с ней я не вижу у вас такого романа. Вернее, даже не так. Отношений я таких не вижу. Это максимум роман может быть. Смотрите, она будет вас атаковать. Она будет стараться где-то заговорить с вами, как-то вот, ну, все-таки раскрутить вас. Вот не вы, а она будет делать первый шаг. Но, тем не менее, вот серьезных отношений я не вижу с ней.
Вот не вижу. Но с этой женщиной у вас может быть бурный страстный роман. Вы можете зароманить, если хотите. И с этой женщиной вот вы научитесь много чему в жизни. Вот так я вам скажу. Пусть это останется небольшой интригой. Вот она своим характером, своим поведением, отношением, вот если вы будете с ней романить там в отношениях, вы многому научитесь реально. Ну, таким вещам, я не буду озвучивать их, вы научитесь тому, чего вы раньше не делали, и вам будет проще жить. Вот реально здесь будут такие вещи, которые вы никогда не делали, вы даже не думали о таких вещах. Я вот оставлю все-таки интригой. Это касается взаимоотношений с людьми вообще. Как себя держать, каким быть. Вот она вас реально много чему научит, и это будет в пользу. Поэтому как-то так. Вот такая охотница недалеко возле вас обитает. Так что смотрите в оба. Я вас немного заинтриговала. Люблю я это дело. Интрига — это святое. Так что, ребята, выше нос. Все у вас будет хорошо. Настрой на позитив. И как всегда, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!